Вы просыпаетесь уставшим, проводите день в тумане и засыпаете с мыслью, что завтра будет то же самое. Хроническая усталость крадет вашу жизнь по часам, превращая каждый день в борьбу за выживание. Но что если я скажу вам, что это не приговор, и решение существует? Сегодня вы узнаете настоящие причины хронической усталости и получите конкретные инструменты, которые помогут вернуть энергию и радость жизни. Это не просто советы, это научно обоснованные методы, которые уже изменили жизни тысяч людей. Знаете, что самое страшное в хронической усталости? Не то, что вы устали, а то, что окружающие не понимают. Просто отдохни, говорят они. Выспись как следует. Но вы-то знаете, сколько бы вы ни спали, усталость остается. Она въелась в каждую клетку вашего тела, превратилась в постоянного спутника, от которого невозможно убежать. Вы помните, каково это – просыпаться с энергией, когда глаза открываются сами, а тело готово покорять мир. Сейчас это кажется фантастикой. Теперь утро – это битва. Битва с собственным телом, которое отказывается двигаться. Битва с разумом, который требует еще 5 минут, потом еще 5 и еще. Когда усталость становится диагнозом. Профессор Энтони Комаров из Гарвардской медицинской школы посвятил более 20 лет изучению синдрома хронической усталости. Его исследования показывают, это не лень, не слабость характера, не «все в вашей голове». Это реальное состояние, при котором ваш мозг буквально переключается в режим экономии энергии. Представьте, ваш мозг – это смартфон с севшей батареей. Он переходит в энергосберегающий режим, отключая все ненужные функции. Креативность отключена. Концентрация на минимуме. Эмоциональная стабильность. Извините, нет ресурсов. Остается только базовый режим выживания. И в этом режиме вы застряли. Но вот в чем дело, ваш организм не сломан. Он просто получает неправильные сигналы. И если мы разберемся, какие именно сигналы сбились, мы сможем все исправить. Невидимый враг – хронический стресс. Первая и самая коварная причина – хронический стресс. Не тот стресс, когда вы нервничаете перед важной встречей, а тот тихий, незаметный стресс, который капля за каплей истощает ваши резервы. Постоянное напряжение на работе. Отношения, которые высасывают энергию. Бесконечный поток информации, от которого некуда спрятаться. Когда вы в стрессе, ваши надпочечники выбрасывают кортизол, гормон стресса. В норме это полезно. Кортизол дает энергию справиться с угрозой. Но когда стресс становится хроническим, кортизол льется бесконечным потоком. И происходит парадокс. Организм, пытающийся дать вам энергию, истощает себя полностью. Надпочечники устают производить гормоны. Развивается то, что эндокринологи называют адреналиновой усталостью. Доктор Джеймс Уилсон, автор книги «Усталость надпочечников. Синдром стресса 21 века», описывает это так. Представьте машину, которая постоянно работает на максимальных оборотах. Рано или поздно двигатель перегреется. Ваше тело – та самая машина. Что делать? Первый шаг – признать, что стресс реален. Перестаньте героически держаться. Начните практиковать техники осознанного дыхания. Всего 5 минут глубокого диафрагмального дыхания 3 раза в день могут снизить уровень кортизола на 30%. Введите в расписание священные 15 минут для себя. Без телефона, без задач, просто время, когда вы можете быть, а не делать. И самое важное – научитесь говорить «нет». Каждое «да», сказанное вопреки своим силам, это предательство самого себя. Когда сон не приносит отдыха. Вы спите 8 часов, но просыпаетесь разбитым. Знакомо. Проблема не в количестве сна, а в его качестве. Современные исследования показывают, у людей с хронической усталостью нарушена архитектура сна. Они проводят слишком мало времени в фазе глубокого сна, той самой фазе, когда тело восстанавливается по-настоящему. Профессор Мэтью Уокер из Калифорнийского университета в Беркли, ведущий специалист по науке о сне, объясняет, глубокий сон – это как система очистки для мозга. Именно в этой фазе удаляются токсичные белки, накопившиеся за день, восстанавливаются нейронные связи. Без качественного глубокого сна ваш мозг буквально загрязняется. И это проявляется как туман в голове, невозможность сосредоточиться, постоянная усталость. Более того, нарушение сна часто связано с апноэ, состоянием, при котором дыхание на короткое время останавливается во сне. Вы можете даже не осознавать этого, но ваш мозг просыпается десятки раз за ночь, не давая телу погрузиться в восстанавливающие фазы сна. Что делать? Создайте ритуал перехода ко сну. За час до сна выключайте все экраны. Синий свет подавляет выработку мелатонина, гормона сна.
Температура в спальне должна быть прохладной, около 18 градусов. Попробуйте технику 4-7-8, вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8. Это активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление. И если вы подозреваете апноэ, храп, остановки дыхания во сне, обязательно проконсультируйтесь с сомнологом. Это может быть ключом к вашему восстановлению. Скрытое воспаление, когда тело атакует само себя. Возможно, самая недооцененная причина хронической усталости – это хроническое воспаление низкой степени. Ваша иммунная система постоянно находится в боевой готовности, как армия, которая видит врага везде. Это требует колоссальных энергетических затрат. Доктор Сьюзан Левин из медицинского центра Корнелла исследовала маркеры воспаления у пациентов с хронической усталостью. Результаты поразительны. Уровень воспалительных цитокинов у них постоянно повышен. Эти молекулы посылают сигналы в мозг. Мы больны, нужно экономить энергию. И мозг слушается, погружая вас в состояние постоянной вялости. Причин воспаления множество: непереносимость определенных продуктов, часто глютена или молочных продуктов, дисбаланс кишечной микрофлоры, хронические инфекции, даже стресс может запускать воспалительные процессы. Что делать? Начните с элиминационной диеты. На 2 недели исключите потенциальные раздражители, глютен, молочные продукты, сахар, обработанные продукты. Затем вводите их обратно по одному и отслеживайте реакцию. Включите в рацион противовоспалительные продукты, жирную рыбу, богатую омега-3, куркуму с черным перцем. Пеперин усиливает усвоение куркумина в 2000 раз, ягоды, листовую зелень. Позаботьтесь о кишечнике. Ферментированные продукты и пробиотики помогут восстановить здоровую микрофлору. Помните, 70% иммунной системы находится в кишечнике. Дефициты, которые крадут вашу энергию. Иногда причина усталости банально проста. Вашему телу не хватает сырья для производства энергии. Дефицит железа, витамина D, B12, магния – все это напрямую влияет на вашу способность генерировать энергию на клеточном уровне. Железо необходимо для транспортировки кислорода к клеткам. Без кислорода клетки не могут производить АТФ – молекулу, которая и есть энергия. Витамин B12 критически важен для работы нервной системы. Его дефицит проявляется не только усталостью, но и туманом в голове, проблемами с памятью. Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях, многие из которых связаны с производством энергии. Доктор Джейкоб Тительбаум, специалист по хронической усталости и автор множества исследований, настаивает: прежде чем искать сложные объяснения, проверьте базовые вещи. Анализ крови может раскрыть корень проблемы. Что делать? Сдайте комплексный анализ крови, общий анализ крови, ферритин, запасы железа, витамин D, B12, магний, функцию щитовидной железы. Работайте с врачом над устранением дефицитов. Но помните, таблетки – это временное решение. Долгосрочное здоровье требует изменения питания. Включите в рацион разнообразные цельные продукты, темно-зеленые овощи, орехи, семена, бобовые, качественное мясо и рыбу. Движение как парадокс. Когда вы устали, последнее, что хочется делать, это двигаться. Но вот парадокс. Отсутствие движения делает усталость еще сильнее. Ваше тело создано для движения, и когда вы не двигаетесь, митохондрии, электростанции ваших клеток, начинают ржаветь. Исследования Национального института здоровья США показали, регулярные умеренные физические нагрузки увеличивают количество и эффективность митохондрий. Больше митохондрий, больше энергии. Это как построить дополнительные электростанции в городе. Более того, физическая активность стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, нейромедиаторов, которые улучшают настроение и мотивацию. Она также улучшает качество сна, снижает воспаление и помогает регулировать уровень сахара в крови. Что делать? Начните с малого. Не пытайтесь сразу бежать марафон. Даже 10-минутная прогулка на свежем воздухе может дать заметный прирост энергии. Попробуйте принцип активного отдыха. Вместо того, чтобы лежать на диване, сделайте легкую растяжку или несколько медленных приседаний. Постепенно увеличивайте нагрузку, слушая свое тело. Цель – не изнурить себя, а мягко разбудить спящие системы. Эмоциональное истощение – невидимая рана. Иногда усталость – это не физиология, а психология. Вы устали не телом, а душой. Работа, которая не приносит смысла. Отношения, в которых вы постоянно отдаете, но ничего не получаете взамен. Жизнь, которая превратилась в бесконечный список обязанностей. Доктор Кристина Маслач, психолог, создавшая шкалу эмоционального выгорания, объясняет: эмоциональное истощение – это не слабость. Это результат хронического несоответствия между тем,
что от вас требуется, и тем, что вы можете дать. Когда вы постоянно живете в этом несоответствии, ваша психика истощается. И это истощение проявляется как физическая усталость. Вы можете спать по 10 часов, принимать все витамины мира, но если ваша душа пуста, энергии не будет. Потому что энергия – это не только АТФ в клетках. Это смысл, цель, радость. Без них любая активность становится непосильной ношей. Что делать? Честно спросите себя, что в моей жизни крадет энергию, а что дает ее? Составьте 2 списка. И начните постепенно сокращать первый и расширять второй. Найдите занятие, которое наполняет вас, пусть даже на 15 минут в день. Это может быть творчество, время на природе, общение с близкими. Рассмотрите возможность работы с психологом. Иногда нам нужен кто-то, кто поможет увидеть выход из лабиринта, в котором мы заблудились. И помните, забота о себе – это не эгоизм, это необходимость. Путь к восстановлению. Хроническая усталость не побеждается за один день. Это марафон, а не спринт. Но с каждым маленьким шагом, с каждым улучшением сна, с каждым осознанным вдохом, с каждым витамином, восполняющим дефицит, вы возвращаете себе кусочек жизни. Будут дни, когда вам покажется, что ничего не работает. Это нормально. Восстановление идет не по прямой линии, а волнами. Важно не сдаваться. Важно помнить, ваше тело хочет исцелиться. Ему просто нужно дать правильные инструменты и время. Начните сегодня. Не завтра, не с понедельника. Выберите одну вещь из того, о чем мы говорили, и внедрите ее. Может, это будет ритуал перед сном. Или 10-минутная прогулка. Или просто решение проверить уровень витамина D. Один шаг. А потом еще один. И помните главное, вы не одиноки. Миллионы людей по всему миру борются с той же усталостью. Некоторые из них уже нашли путь к исцелению. Другие только начинают свой путь, как и вы. Напишите в комментариях, в чем ваш главный источник усталости. Или, может быть, вы уже нашли методы борьбы, которые работают именно для вас. Поделитесь своим опытом, ваша история может стать спасением для кого-то, кто отчаянно ищет выход. Давайте поддержим друг друга. Иногда знание, что ты не один, дает больше сил, чем любые таблетки. Ваша энергия не потеряна навсегда. Она просто ждет, когда вы дадите телу то, что ему нужно. И когда это случится, вы вспомните, каково это – просыпаться с радостью. Жить, а не выживать. Это возможно.